человек ложится, и о чем он начинает думать? Блин, чем мне заплатить, как мне рассчитаться, почему меня никто не любит, где же мой мужчина и так далее. Не об этом нужно думать, нужно говорить себе, что мне сегодня понравилось на протяжении дня. Мне понравилось, что я кушала, мне понравилось, как я себе пузико чесала, мне ногти сделала, красивые ногти, мне нравятся. Мне нравилось, что я расчесывалась, мне нравилось, что дома у нас тепло, мне нравится кот мой, собака. Дети мои нравятся, а вот дети нравятся. Не нужно искать то, что не нравится в них. А вот у него нет этого, а вот он неправильно там ведет себя, а вот он еще что-то. Знаете, весь мир похож на... Вот чем я отличаюсь от многих людей? Я могу сегодня это рассказать. Я уже это рассказывал однажды в своей первой ступени. Для меня жизнь — это огромный оркестр, огромный театр, такой вот, в котором есть люди, которые живут. Это люди-барабаны, люди-скрипки, люди-валторны, люди там маракасы, я не знаю, какие-то, я не знаю, как они, тарелки называются и так далее. И вот эти люди, они создают оркестр. Это оркестр — наша жизнь, знаете. И вот есть зрители, которые создают музыку, есть те люди, которые находятся, вернее, есть те, кто выступает, создают музыку, есть те люди, которые слушают эту музыку там и так далее. Ну и это театр такой, вся наша жизнь, театр, ну, было по-другому, да. И в этом всем, допустим, такая сценка. Есть целая группа людей, которые смотрят и которые могли бы радоваться. И они хотели бы радоваться, но у них глаз нет, носа нет. У них рук нет, которыми можно хлопать, рта нет, чтобы прокричать, что нравится, а есть только попа и газы. И вот они послушали, всем нравится, но кто-то начал хлопать, нравится, ура, нравится. А кто-то тужился и испортил воздух. Ну вот такая, собственно говоря, и вокруг происходит петрушка. Почему? Ну, в общем-то, теперь вам и все и понятно. Знаете, когда я смотрю на людей, когда я смотрю на вот это, на то, что люди создают, знаете, люди говорят, нет культуры. А кто тебе мешает развиваться? Смотри картины, смотри полотна, развивайся в этом направлении. Что, мешает кто-то кому-то читать? Дальше. Как обрести здоровье, написали вы. Вот, хорошая тема, мне она нравится. Итак, почему люди болеют? Когда человек стремится к духовному росту, он должен понимать, что основное качество духовности у человека — это ощущение радости и проявление его доброты. И здесь нужно сказать, что доброта есть проявление божественной любви. Когда человек проявляет свою злобу, то он хочет чьей-то боли. Таким образом, когда человек говорит, я тебя там не люблю, ненавижу, злится и так далее, то что он хочет от этого человека? Я бы ее ударил еще там за то, что она себя так ведет. Таким образом, человек хочет, чтобы этот человек почувствовал боль. Таким образом, человек желает, сам этого не понимает. То есть по-другому это звучит так. Вы злитесь, вы желаете боли. Тогда тот человек или те люди, или тот социум, которому вы желаете этой боли, они становятся вашими должниками. Когда человек, который на обратной стороне, начинает испытывать боль, то обычно боль приходит не в малых количествах, а в больших. И когда человек испытывает в большом количестве, то в большом количестве он, возможно, не заслуживает эту боль получить или ощутить. И в этот момент происходит обратное движение боли в вашу сторону. Тем самым можно сказать, что человек накапливает состояние болезни в тот момент, когда он испытывает состояние злости по отношению к себе, к окружающим его людям и по отношению к тем людям, которые живут вне его. Как это происходит? Это разочарование приводит к злости, ненависть приводит к злости, эгоизм приводит к злости и так далее. Есть Будда, его изображают обычно в виде такого синего Будды, это есть описание этого Будды синего цвета, и есть книга, которая называется Варь Дурьян Бо, что в переводе на русский язык обозначает Будда цветом ляпис лазурит, или Лхандхапс, который буквально звучит как синий цвет. Таким образом, можно сказать, что одна из идей появления изображения синего Будды заключается в том, что синий цвет
является цветом добра. Вот смотрите, о чем говорил Иисус Христос. Он говорил в свое время: проявляйте любовь. Но на самом деле любовь может быть злой. То есть в тот момент, когда человек проявляет любовь, то он проявляет ее в злобном виде или нет? Нет. Для того, чтобы проявить любовь, человеку необходимо качество доброты. Нельзя проявить любовь из зла. Не бывает так. Таким образом, человек проявляет свою любовь, исходя из качества своей переполненной доброты. То есть любовь можно проявить только через компонент внутренней доброты. Я добр настолько, что я могу проявить свою любовь. Вот без вот этого качества доброты этого сделать нельзя. И тибетцы считали, что проявление доброты — это цвет синий. То есть человек, который добрый, он синий. Я извиняюсь за такую аналогию. И они говорили, что Бог проявляет свою доброту через небо. Посмотри, небо же голубое, значит, Бог проявляет свою доброту сверху. А потом они говорили: вода проявляет свою доброту из океана. Посмотри, вода же голубая. Так и человек проявляет свою доброту. И там сказано, что если человек представляет себя наполненным в середине себя или внутри себя своего тела синим цветом, темно-синей водой, то человек будет всегда здоровым. Но там есть примета такая: если он придерживается пути добродетели, что по-другому звучит так: будьте добрыми. Каждое утро, просыпаясь, произносите слова: я добрый, добрый человек. Я добрый, добрый человек. Засыпайте со словами: я добрый, добрый человек. Произносите себе их на протяжении дня: я добрый, добрый человек. Поставьте тире, делайте это ежедневно. Вы будете в восторге и в шоке от того, насколько это мощно изменит вашу судьбу. Вся наша злоба, вся наша злость, наше раздражение, разочарование, накопление и так далее, независимо ни от чего, приводит нас к тому, что мы становимся недобрыми людьми, а за недоброту нас наказывает. Душа больше всего боится злобы, так как злоба — это антидот Бога в человеческой душе. Если бы Бог был злым существом, то людей никогда бы не было на планете Земля. И единственное доказательство всемогущества и единственное доказательство доброты по отношению к миру Бога — это наличие самого мира. В том, что мир сейчас существует, разве это не является доказательством того, что Бог, всемогущее существо, хотя многие в это не верят, является существом, которое доброе. Поэтому человек, стремящийся к тому, чтобы быть подобным Богу, должен быть добрым и терпеливым. А мы обычно нетерпеливые, недобрые, ну и в большинстве своем злобные. Слушала Садгуру, что предпринимать, чтобы подготовиться в течение 6 лет к изменениям, которые грядут солнечными измерениями в нашей Вселенной. Это только ментальные, индивидуальные или глобальные, как положительные, так и отрицательные изменения. Хотелось бы узнать от вас. Спасибо, дорогой учитель. Я хочу вам сказать, что действительно изменения будут, и они благодаря РТЕ будут колоссальные, невероятные и мощные. Поэтому я гарантирую, что уже через 3 года жизнь на Земле поменяется в лучшую сторону. Люди перестанут болеть, как-то теплее станут, и мы еще увидим хороший мир. Людям кажется, что мир гаснет и превращается в гадость какую-то. Не верьте, наоборот, все будет лучше. И это будет еще на нашей памяти. Ничего не высохнет, вулканы не взорвутся, землетрясения. Мы еще ждем такой период, который будет хорошим, теплым, красивым, и в нем еще поживем. Не переживайте, все будет хорошо. Никого не бойтесь. Подскажите, мы начали, ну и на этом, наверное, буду заканчивать я. Несколько слов, несколько текстов из моей книги, которая называется «303 совета для счастливой жизни». Открываю страницу 64 и читаю. Многих людей жизнь не научила правильно эмоционировать. Если человек прожил жизнь, в которой не было места смеху и улыбкам, то он этому не научился. Поэтому такой человек может во время радостных эмоций плакать. Не обижайтесь на людей, которые не могут правильно эмоционировать. Смотрите, насколько эти люди хорошие. Вообще меньше внимания обращайте на унылые лица. Это вас не касается.
Следующее. В любой драме и трагедии обвиняйте кого угодно, только не себя. Всегда помните, вам с собой придется жить еще целую жизнь, поэтому себя не обижайте. Далее, у меня к вам огромная просьба. На сегодняшний день главными поисковыми запросами являются комментарии. Именно поэтому, если вы ученик школы Кайлас, если вам нравится мой канал, если вам понравилось данное видео, то свое спасибо или любое там что угодно, а еще лучше не одно сообщение или не один комментарий, а 10 комментариев, поставьте после окончания данного вебинара под данным вебинаром. Это все будет увеличивать индексацию данного видео в YouTube, и большое количество людей начнет смотреть данное видео. Почему им нужно смотреть данное видео? Я говорю о милосердии, я рассказываю о том, как человек может сам себя изменить и как настроить свою жизнь таким образом, чтобы в жизни было все не так, как сейчас. Я верю в то, что миром может управлять милосердие, доброта. Я верю, что мир может справиться с темными силами. Я верю, что человек может сам измениться и изменить мир вокруг себя. Без обвинений, без требований и без конфликтов. Это все может произойти мирно, как мирный воин. И нашим оружием является поддержка моего канала и моего видео. Я желаю всем благополучия. Ирина, ученица второй ступени. Скажите, стоит ли проходить марафон, если низкие тона? Конечно, я вам тона поподнимаю. Проходите. Ученица третьей ступени, второй год, пока в декрете. Занимаюсь интернет-продажей спортивной одежды. Подскажите, ждет ли меня успех? Да. Я ученица четвертой ступени. Мне кажется, что со мной ничего не работает. Я вижу улучшение у окружающих меня людей, у соседей, а у меня же ничего. Вот сюда обратите свое внимание вот сюда. Будьте добрым, будьте чувственным, старайтесь найти радость. 3 эти элемента полностью изменят вашу судьбу. Создавайте тепло, как сказано в одной мантре. Сейчас я ее вспомню. Ом бурбува свахата цавитур варыням баргодываси дымахидию напрочо даят. Так вот, она имеет другой перевод, но как бы эзотерический перевод имеет тоже, тайный перевод. Он звучит так: пусть огонь милосердия и тепла моего сердца так возгорится и будет греть тех людей, которые находятся рядом со мной. И этот огонь сожжет тех, кто хочет мне зла, греет тех, кто рядом, и жжет тех, кто вокруг нас. Именно поэтому я все время говорю такие слова: не дарите свою любовь окружающим людям. Вы можете ее проявлять, но не дарите энергетически. Почему? Возьмите уголек и бросьте его на ковер. Что будет с ковром? Сгорит. Именно поэтому, если вы любовь свою проявляете на других людей, вы делаете у них пожар. И этот пожар может уничтожить этих людей. Дарить любовь эзотерически, энергетически, это вредить другим людям. Потому что вы бросаете в них угольками, а это неприятно. С другой стороны, нельзя сказать, что уголь, который горит в очаге, это плохо. Почему? Потому что на нем можно приготовить еду, сварить вкусную еду, он может быть обогревом. Поэтому дарите тем людям, которые вокруг вас. Они свое тепло и вы свое тепло объединяете. Почему нельзя влиять на людей? Что защищает человека? Любовь друг к другу. Что защищает человека? Семья, если она теплая, милосердная, с взаимоуважением. Что разрушает? Хитрость, ненависть, дерзость, малодушие, ложь, обман, хитрость, злость и плохие слова. То есть пошел ты, пошла сама. Вы хотите боли, у вас в семье будет боль. Неважно, как она проявится, в виде болезни ваших детей, либо в ваших неприятностях. Это рано или поздно, 100% произойдет. Анатолием Михайловичем персонально, лично знаком, является моим другом на протяжении многих лет. Общаемся стабильно, постоянно, считаю его идеи революционными. Могу сказать, что Кашпировского считаю самым лучшим врачом на земле, потому что этот человек, в отличие от всех остальных врачей, которые могут вылечить за всю жизнь не больше 50 тысяч человек,
Вылечил уже на сегодняшний день несколько миллионов человек. Доказательства этого целительства были и на мне, и с моей матерью, с моими знакомыми, со знакомыми знакомых. Отрицать это глупо и безнравственно. Могу сказать, что этот человек по праву является человеком, которому можно поставить памятник за исцеление огромного количества людей. Могу сказать, что очень неправдивая информация была. Вместо того, чтобы клевать и уничтожать Кашпировского, нужно было поставить этому человеку памятник, потому что в тяжелые времена Советского Союза и постсоветского Союза этот человек действительно смог помочь огромному количеству людей. Это насколько нужно любить людей, чтобы спустя годы, чтобы спустя вот этот вот мрак, чтобы его обвинили даже в развале Советского Союза, чтобы спустя годы, спустя вот этот мрак грязи, который лился на него со всех сторон, спустя просто огромное количество ненависти, которое почему-то публиковалось, человек помогал, человек во многом помогал бесплатно, человек во многом помогал всячески там этим людям, знаете, и много силы этому посвятил. Человек, оставшийся без денег фактически, человек, который вот эту всю грязь, я представляю, как он начал ненавидеть людей. Но при этом этот человек с невероятно сильной харизмой, с невероятно сильным сердцем не сдался и все равно вещает, и все равно, будучи уже очень взрослым, и будучи человеком, который все равно желает помогать людям, все равно несет свой крест. Уважение, низкие поклоны, долгих лет жизни уважаемому Анатолию Михайловичу. Я поклонник его деятельности, я понимаю, как работает его система, хотя вероятнее всего он сам не до конца понимает. Я знаю, как работает его система и понимаю, как это все работает. Знаю, почему помогает, знаю, что есть в нем такого, что помогает. Это не гипнотические сессии, это сессии, которые ближе, скорее всего, к Райху. То есть это ближе всего к вот этому виброозону, о котором писал в своих книгах Райх. Я думаю, что это как раз продолжение данной системы. Ну и могу сказать, что подлость, конечно, людей, которые должны были бы защищать, они должны были бы стоять за... Люди такие обычные люди, знаете. Люди обычные, они... Вот сказали им это плохо, даже если им помогло, они будут верить, что плохо. Да, 100 раз помогло, скажут, вас загипнотизировали, но помогло же. Да, но люди же все говорят, что он зло, он развалил союз, он на людях там зарабатывал деньги, он негодяй. Все поверили. Ну а то, что он помогал огромному количеству людей, куда это делось? Каждый бы из этих миллионов сейчас отправили бы ему по $1, и он бы решил все свои вопросы. Он же такой человек взрослый, ему нужно жить, есть, у него семья и так далее. Так растоптать человека, причем того человека, который во многом много сделал хорошего. Считаю, это позор для людей. Здравствуйте, уважаемые господа, ученики школы, особенно те, кто находится у меня в группе Дуйко Кайлас и РТМ. Огромное количество людей сейчас пишет мне по поводу того, что начинают болеть, у многих находят коронавирус и, в общем-то, очень плохие состояния здоровья. Я бы хотел сегодня специально с вами помочь вам исправить эту ситуацию и дать вам ряд практик, которые помогут вам в дальнейшем, используя их, не болеть. Итак, практики очищения ио на вдохе, ио на выдохе, очищение огнем нашего тела. Давайте вместе со мной это сделаем. Очищение земли, тха-тха, очищение астральной энергии, ита.
Очищение сердечным огнем Ая, Ая. Очищение огня внутреннего Яа. Очищение горячего от холодного Асна, Асна. Очищение холодного от горячего Ина, Ина. Слог Има, который приводит к самонастройке нашего тела. Хочу еще раз сказать, это мои рекомендации, какие необходимо выполнять практики для того, чтобы не болеть вирусами гриппа и коронавирусом. Има, Има. Код Аяза, который помогает избавиться от любых вирусов. ЧП от гриппа и простуды. Дыхание через слог И, дыхание огня, которое убирает все заболевания тела. Дыхание через слог О, которое убирает осложнения и вирусы нижней части тела. Это когда выкручивает ноги. Ставим перед собой руки и представляем, будто чувствуем, как будто все тело электрический ток. Произносим жи. Движения пальцами, которые помогут убрать заложенность носа и проблемы отсутствующих запахов.
Движение пальцами буквой В вот таким образом вдоль ушей, сзади и спереди массажируя. Делаем вдохи и выдохи через нос. Ставим центр груди, находим точку в центре груди, которая больше всех болит. Ставим руку на два пальца на эту точку и делаем очень болезненные массажи. Вперед, влево, вправо, вперед, лево, вправо, вперед, влево, вправо. Если у вас очень большая боль, это говорит о том, что вы заражены вирусом. Поэтому активация, устранение такой боли поможет вам полностью убрать само заболевание. Втроем вот так. Читаем мантру Горакхнак, которая поможет избавиться от всех болезней. Горакхнак, 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 Горакхнак. И для того, чтобы не заразиться ничем, если эти заражения происходят от влияния, деструктивного влияния планет, слог тявцы на вдохе, тявцы на выдохе. Тявцы, 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 тявцы. Также я хочу посоветовать вам один раз в день делать дыхание активное по методу Патрула Далкара. Выйти на улицу или открыть форточку и стоя перед форточкой начать активные вдохи-выдохи. Вот такие. В конце практик не забудьте себя обвести. Ом ахум хахохрим, ом ахум хахохрим, ом ахум хахохрим, ом ахум хахрим, ом ахум хахохрим. Я желаю всем не болеть, используйте мои рекомендации, пусть вам помогает. С уважением, Андрей Дуйко, создал для учеников школы. Интересно, спасибо. Здравствуйте. Почему, когда одновременно происходит несколько событий в одно время? Ждешь неделю, никто не звонит, а потом в раз и в несколько человек, и все важные. Это все проблема, которая связана вот с чем. Человек обычно, когда думает о чем-то, то он мечтает в одну точку. Ой, мне позвонят, и у меня это получится, у меня это получится. Это все происходило в одно время, в одной точке. Если вы мечтали в одной точке, то и позвонят все в один день. Вообще я хочу вам сказать, для того, чтобы мечты ваши сбывались, меньше мечтайте. Я говорю это серьезно. Обычно женщины склонны, да и мужчины склонны делать так. Нужно подумать, нужно помечтать, нужно вот об этом подумать. Да не нужно думать. Решили — делайте. А не делаете, тогда и не думайте. Вспомните первую ступень моей школы. Я об этом очень часто говорю. И тут хочется сказать, а как же молитвы? Но человек же не молится целый день. Он молится какую-то часть времени. И это время — это недолгое количество времени. И в этот момент, наверное, он испытывает какие-то чувства, но на протяжении всего остального дня, что же он испытывает? Вот если человек испытывает состояние доброты, если он умудряется не обижаться на близких людей, не раздражаться, не делать гадости, не запускать огромное количество информации в интернете, которая может спровоцировать других людей страдать, беспокоиться, то, скорее всего, у этого человека в жизни будет все очень хорошо. Если посмотреть на человека успешного и посмотреть на человека неуспешного, то между ними есть различия. У человека, который успешен, у этого человека обычно нет желания. Этот человек ничего не желает. И у него это получается само по себе. А когда человек неуспешный, то у него огромное количество разных желаний. Так вот, есть секрет. Если человек испытывает сумасшедшее желание к чему-либо, при этом страдает, то тогда его желание никогда не исполнится.
Поэтому если вы страдаете и чего-то желаете, знайте, скорее всего этого у вас не получится. В случае, если вы желаете и при этом радуетесь, скорее всего это в жизни вашей будет происходить. Вот вам ответ на то, почему у вас не получается эзотерика, почему в вашей жизни все очень плохо, откуда растут ноги, или, как сказал один из бывших генеральных секретарей Политбюро, а в дальнейшем первый президент Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич, он сказал: оказывается, вот где собака порылась, ну вот где-то она там. Здравствуйте, 2 года назад мама находила в конце своего огорода в деревне подкопанные в корень картошки гусиные яйца раза 2. Отчим сильно пил после этого, а когда завязал и 2 месяца не пил, внезапно погиб. Моя тетя в том же селе нашла в своем огороде, где удобнее подлезать чужому человеку, зарытое гусиное яйцо. И теперь переживает, как бы чего ни случилось. Думаем, в селе колдушка нехорошая есть. Что делать, если обнаружил такую находку? Как аннулировать зло, если это все-таки намеренно было сделано? Спасибо за ваш труд. Помочь вам несложно. Существует определенное слово, которое можно произнести 108 раз, и любое колдовство, которое находится от вас на расстоянии полкилометра в диаметре, будет аннулировано. Но это может быть аннулировано в случае, если человек не служит прямо темным силам, то есть не призывает астральных существ, определенных астральных существ. Но я не думаю, что все-таки такие люди бывают, то есть они считают себя дочерью Антихриста, женой Бабы-Яги или мужем Бабы-Яги, не знаю вообще, что там с ними происходит. Их можно условно назвать людьми-колдунами. Вот таких колдунов, на них вернуть всю магию, которую они поставили, просто так нельзя. Потому что такое колдовство не им возвращается, а идет вначале в астральный мир, и после чего может вернуться и повлиять на вас с плохой стороны. Можно ли как-то это убрать? Мой ответ такой: да. Если вы хотите когда-либо остановить влияние такого колдуна, то сделайте так. Если у вас частный дом, то вам необходимо взять нож какой-нибудь, нарисовать мелом треугольник, представить или сказать: пусть колдун появится, и воткнуть этот нож прямо в середине этого треугольника. Тогда если это дома вы делаете, то можно внутри в квартире воткнуть нож в раму, так чтобы он стоял на протяжении или торчал из рамы вашей оконной на протяжении хотя бы 1,5–2 месяцев. И только после этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, или магию навел, яйцо накатал, шприцы подкинул, вольт произвел и так далее. Убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас познакомить с этими слогами. Они звучат так. Этот слог «Тидой дурак». Необходимо сказать «Тидой дурак» 108 раз. Таким образом, любая магия, наведенная на человека ранее, наведенная сейчас, будет полностью уничтожена, и вся магия вернется к тому человеку, который на вас эту магию поставил. Будь то закопанные яйца или еще что-либо. Таким образом, это все устраняется, аннулируется и осознанно возвращается многократно умноженное тому человеку, который это все поставил. Поэтому, если вы в маленькой деревне или где-то в доме, потом можете смотреть, кто сломал ногу, у кого глаз выпал. Не могу заставить себя заниматься уже месяц. Так все перепуталось в голове. Все оставила, и мне так было хорошо и спокойно. Не начинайте. Я веру не потеряла, что наработала, работает. Но одна мысль периодически приходит. Начинать заниматься, теряю время. Послушайте, никто не теряет время. Дело в том, что человек думает, что он может что-то накопить или может что-то изменить. Вы на самом деле не накапливаете, а трансформируете.
Поэтому, когда вы занимаетесь, у вас происходит трансформация. И, видимо, эта трансформация, любая трансформация, она связана с реабилитацией. Именно поэтому, когда человек позанимался, ему не хочется, то он не должен заниматься, он должен сделать перерыв, чтобы произошла реабилитация жизни, чтобы произошло изменение человека, чтобы это не было физиологически откровенно тяжелым состоянием. Именно поэтому я противник активных таких занятий, когда люди по 10 часов занимаются. Зачем? Так происходит угнетение и нервной деятельности, и очень много событий вокруг появляется. Не нужно этого делать. Позанимались месяц-два, месяц-два сделайте перерыв. Там, когда вновь появится внутреннее желание, вновь продолжайте. Это не должно быть вашей жизнью. Жизнь — это радость. И наша основная медитация нашей школы — это получение от жизни удовольствия, удовлетворения и чувствования того, что Бог нас любит и желает создавать как можно больше для нас доброты или проявленной доброты. Людмила Дубовая, скажите, пожалуйста, как правильно читать коды на детей из семинара эзотерика для детей? Ежедневно или несколько раз в неделю? Можно несколько раз в неделю, можно в пятницу. Прошла вторую обновленную, появился новый хороший доход. Супер. Но всего 4 месяца. Все лето не было сил делать практики. Уже ответил. Где-то пустил ошибку. Ответил. Мария Маликова. Каждую ночь просыпаюсь 3 ночи. Потом долго не могу заснуть. И жутковатость внутри себя. Это вопрос ближе по здоровью или по эзотерике? Этот вопрос говорит о том, что у вас происходит влияние на поджелудочную железу. Мой совет: на протяжении дня пейте чай из имбиря, а перед самым сном пейте чай из валерьяны. Если вы это будете делать, ваш сон восстановится, и вы не будете просыпаться в 3 часа ночи. Добрый день, Андрей Андреевич. Что обозначает горловой кашель на эзотерическом плане? Буду рада услышать ваше мнение. Кашель, когда человек через горло кашляет, это, конечно же, может быть заболевание щитовидной железы, а также аутоиммунного тиреоидита или там любого другого заболевания эндокринологического, связанного с щитовидной железой. И второй вариант — это может быть там пробки, ангина, какие-либо отеки, связанные с аллергическим ринитом, там, с чем-либо. Но раз вы спросили про эзотерику, ответ дать могу. В эзотерике считается, что в случае, если человек что-то сделал, за что его мучает совесть, то вот эта совесть, которая мучает, создает вот такой кашель. Ну, это выглядит так. Допустим, я отец большого семейства, у меня очень много работы, я приезжаю домой, смотрю на своих детей и понимаю, что меня мучает совесть, потому что я им мало уделяю внимания, а нужно было бы больше уделять внимания. И вот я себе говорю, что вот нужно уделять внимание, и меня начинает за это мучить совесть. Или я как-то поступил неправильно к кому-то. Ну, каждый плохой поступок имеет под собой вполне обоснованные хорошие намерения. Ну и с совестью потом необходимо справляться, она начинает мучить. Так вот, если это сконцентрированная боль такая совести, то это может создавать вот такие процессы кашля. Людмила Коваль, я ученица ступени, безгранично благодарна вам за труд, умение, работаю, участвовала на практике Золотой Будда, делаю практики, сажу с зеркала бутылку врагов, по практике обнимаюсь и танцую, у меня ничего не получается. Они как ненавидели, так и ненавидят меня, говорят гадости, врут. Пожалуйста, подскажите, что мне еще делать? Вот смотрите, я вам сейчас объясню. В тот момент, когда человек, вот еще раз, в тот момент, когда человек считает, что он должен обезопасить себя от тех людей, которые есть, то он должен знать, почему это происходит. Когда человек
это тоже все связано с элементом любви. Когда человек начинает агрессивно себя вести, допустим, по отношению к вам, то что конкретно хочет этот человек? Давайте я скажу. Если человек по отношению к вам ведет себя агрессивно, допустим, в семье, то что хочет этот человек? Пока это рассмотрим. Что он хочет? Допустим, там мама плохо относится ко мне, там близкие, там тираны меня обижают, унижают, они плохо ко мне относятся. Что же они хотят? Я вам хочу сказать, что когда человек живет, то он хочет быть кому-то нужным. А также проявлением любви является элемент, когда человек безвозмездно что-либо для кого-либо делает. То есть вот мое служение детям является моим проявлением к ним любви. А есть другой тип людей. Это другой тип людей, которые за счет эгоизма навязывают свою любовь. Они говорят, ты должна, и там звони мне обязательно, ты еще какая-то, еще какая-то. И я хочу вам дать совет. Вы знаете, почему у вас постоянно столкновения с такими людьми происходит? Потому что вы должны с ними согласиться. Говорят вам, ты какашка, говорите, да, я какашка, мы все какашки. Не берите, не верьте этим людям. Говорите то, чему я вас научу. Допустим, вам человек говорит, вы какашки, там, негодяи, там, как ты себя ведешь с мужем, ты там такая. И вы говорите, да, да, каюсь, да, я очень часто такая, но я искренне стараюсь измениться. Я буду все делать для вас, мама, чтобы измениться на 100% и быть такой, какой вы в меня видите или какой вы хотите. А вообще я вас очень ценю, и ваше каждое слово ценю, потому что оно дорогое для меня. И вообще я для вас приготовила вот подарочек, напекла вам мантов в вашу Божью душу, мать. И после чего вот эта мама, она будет по-другому относиться. Поверьте мне, они хотят любви, но они это делают, они ее требуют, они требуют внимания, и они хотят, чтобы вы это внимание сделали. Не обломится вам, когда человек говорит, а как же моя нравственность, как же мое мнение и так далее. Зачем вам это? Зачем вам это? У меня была одна женщина, она говорит, а я ему говорю, не хочу. А я говорю, а ты не говори не хочу, ты говори, я не могу, потому что у меня там что-то болит. Она говорит, как это? Ну так это. Он говорит, там, Людочка, Люда, принеси мне там то-то, то-то. Вы говорите, я не могу тебе принести, Сашечка, потому что у меня болит спинка. Будь другом, сделай это сам, пожалуйста, для меня. Будем друг друга беречь. Когда я это говорил, у нее глаза расширялись. Она говорит, я вообще никогда не думала, что так может быть. Я говорю, ну а вы начните. И потом она мне говорит, вы представляете, это очень изменило моего мужа. Почему? Он начал лучше ко мне относиться. Приходит и говорит, Люда, открой мне форточку. Я говорю, не могу, Сашечка, я себя плохо чувствую. Давай сам форточку откроешь. После этого он говорит, встал, сам открыл форточку. Я говорю, спасибо, и нам всем вместе будет тепло. А также говорю, если он вас просит что-то делать, вы его просите, чтобы он знал, что это совместно. Поэтому если человек вам приказывает и говорит, сделай это, начните его просить. Обычно человек думает и боится что-либо делать. Вот как я эту женщину обучал. Ей муж говорил, открой форточку. Она говорит, Сашечка, сделай то-то, то-то. И он говорил, хорошо. И вот видите, он ее просил что-то сделать, она его. Он ей Сашечка, она ему Людочка, как в этом фильме «Любовь и голуби». Ну и вернемся все-таки. И что же делать, чтобы враги отцепились? Хочу вам сказать, смотрите, мои друзья. Враги фактически являются прообразом фекалий, говна, самого настоящего. Пусть меня Бог простит за эти слова. Духовный учитель ругается, видите. Совершенно недавно, там несколько дней назад, было выпущено компанией Торонто видео такое, где они там каким-то образом дискриминируют мне там какие-то, инкриминируют мне какие-то там негативные высказывания, там, считают, что я что-то не так или так делаю, там, организовал свою секту и так далее. И сразу же создается такой вопрос. Это же ушат грязи, то есть они это выливают, как на это необходимо реагировать? Я хочу вам сказать, уважаемые друзья, первое, то, что они говорят, это неправда, доказать им это невозможно. Первое, почему невозможно доказать? Для того, чтобы умный человек дураку что-либо доказал, он должен разговаривать с ним на одном языке.
и обучить его либо своему уму, либо опуститься до его уровня и разговаривать с ним на его уровне. Так вот, умному человеку бесполезно доказывать что-то дураку, потому что, имея ум, опуститься на уровень дурака невозможно. И, естественно, это самая большая проблема. Поэтому в случае, если вы умный человек, вы дураку доказывать ничего не будете никогда. Почему? Он не поймет. Это бесполезно делать. Второе. Если это говно, которое люди выливают, то тогда оно, в свою очередь, может меня загрязнить. Поэтому, если я на него обращаю внимание и прикасаюсь к нему, то я сам могу быть человеком пахнущим. Поэтому, первое, не обращайте на это внимания. Второе, говно может превратиться в навоз. А навоз в свое время может превратиться в самое настоящее удобрение. А в хорошем удобрении проявляются очень хорошие условия для развития чего-то хорошего. Именно поэтому, если на вас льют, если на вас говорят, если против вас ведут, то необращение внимания со временем создаст условия, при котором вы начнете процветать. Главное, не прикасайтесь к этому. И тут сразу же момент: Андрей Андреевич, ну а как же тогда справляться с этим состоянием, которое у меня возникает, когда я слышу эту информацию и начинает она меня раздражать и так далее? Есть эзотерический метод. Возьмите листок бумаги и напишите на этом листе бумаги историю о том, как бы вы им отомстили. Говорю это серьезно, потому что это исключительно психическая проблема, исключительно психологическая. И накапливать в себе вот такую гадость не нужно. Вам необходимо написать статью. Вот, допустим, взяли лист бумаги и напишите статью. Допустим, там есть люди, которые против вас что-то плохое говорят. А вы напишите статью для себя на листе бумаги. Допустим, почему вы считаете, что они негодяи и не должны этого делать. Потому что они там... И начните писать это. И после этого придумайте, как бы вы хотели этим людям отомстить. Написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь. Теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашей нейроидеей. Данная нейроидея, которая написана у вас на бумаге, создаст условия, поверьте мне, при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого. Это удивительный такой метод, поверьте мне, он 100% работает. И следующее. Задайте себе вопрос, если вам рассказывают о том, как плохо к вам относится кто-либо на рынке, тогда спросите у того человека, кто вам это рассказывает, для чего он это делает, какую он цель преследует, зачем вам это знать. Жили бы вы себе и ничего ни о ком бы не знали. Кто этот человек? Как пел в свое время, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. Помните, в этой песне говорится, что а кто же виноват? Вот тот, кто кричал, тот и виноват. Так что был прав Владимир Высоцкий, когда говорил, что жираф-то ни в чем не виноват, а вот тот, кто попугай, больше всех виноват. Именно поэтому тот человек, который говорит вам о чем-то плохом на рынке и доносит чужие слова для вас, он и является тем попугаем, которого необходимо от себя отставить как можно дальше и больше не заморачиваться. Ну и теперь вы знаете, как к этому всему можно относиться. Деньги ни во что, как бы развивая эзотерическую школу Кайлас. Именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь. Когда вы смотрите видео, не забывайте комментировать, не забывайте оставлять сообщения, не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек. Дело в том, что все это в дальнейшем индексирует этот канал, и в дальнейшем та информация, которая необходима людям, она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой, и огромное количество людей, которые нуждаются в данной информации, которые готовы изменить свою жизнь, они все-таки прикоснутся к моим идеям философии и в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону. Ведь кто им должен помогать, если не мы? На сегодняшний день мир так устроен, что никто никому помогать не хочет. Все живут по принципу выживания. То есть правительство выживает, люди выживают и так далее. И все считают, что вокруг все должны так жить. Выживать, обижать, критиковать, топить, мучить и так далее, забирать. Но это не так. Но это не так. Мы в силах все вместе изменить это все. И мы можем это изменить
путем пропагандирования нашей эзотерической школы, с нашей уникальной философией, с нашими уникальными вот такими системами преподавания и уникальными системами изменения человека, которые помогают человеку и дают ему возможности, используя методы, используя вот такие рычаги, используя инструменты, которые преподаются в школе, изменять не только внутренний мир, изменять свое здоровье, улучшая его в лучшую сторону, изменять внешний мир, изменять события внешнего мира, изменять события в семье, улучшая свою жизнь во всех направлениях. Конечно же, на первое место я ставлю все-таки идеи радости, идеи высокой духовности, идеи милосердия, человеколюбия, идеи помощи, взаимопомощи, энергетической помощи. Ставлю этические нормы или ставлю этические установки как бы на первое место. Это любовь к детям, любовь к своим родным, любовь к своим мамам, папам, к дедушкам, забота о старшем поколении, потому что они, скорее всего, никому в дальнейшем не нужны будут, кроме нас. Ну и это все, оно должно не забываться. Об этом всем должен кто-то говорить, потому что если будет развиваться только мангерштеризм, если будет развиваться только киркеризм, если будет развиваться только галкализм, знаете, или там соловьизм и так далее, то мы далеко не уедем, знаете. Нельзя сделать из людей всех Моргенштернами, которые будут хотеть только трусить своими голыми органами, спать с девушками. А как же семья? Ведь семья это вечная. Можно каждый день получать удовольствие от семьи. Можно каждый день получать радость от жизни. А нам пытаются предложить микрорадости. Алкоголь, микрорадости, наркотики, микрорадости потрусить там или там с кем-то переспать, микрорадости купить какой-нибудь предмет, которого нет ни у кого и так далее. Мы же говорим о том, что все это уже существует. Существует наша жизнь, и если нацелиться в этой жизни на радость, если научить себя эту радость видеть, чувствовать, если обучать себе этой радости, то эта радость, она затмевает все остальные микрорадости. А ведь великий предиктор, который управляет всеми мирами, который управляет, вернее, тем миром, в котором живут люди, проживая на этой земле, они-то знают, что самая важная радость — это радость человеческого рождения и человеческой жизни. Но они это запрещают развивать, говоря о том или намекая на то, что есть микрорадости. Нужно быть теми, кто там выступает на публике. Радость можно получать только если у тебя трехкомнатная квартира. Ты можешь радоваться только в случае, если ты там замужем, не замужем, в Гуччи или не в Гуччи, золотом, не с золотом, на машине или без машины и так далее. И нам подменяют, давая нам вот эти радости, их же нам и продавая. То есть человек говорит: мне достаточно было магнитофона такого. А ему говорят: нет, более радостнее будет с таким магнитофоном. И он покупает более радостный. И мы обычно на протяжении жизни своей, каждый человек, который живет на земле, на протяжении жизни у него постоянно возникает такое понимание, как будто он что-то ищет, как будто он к чему-то стремится, но получая то, что он хочет, у него не происходит удовлетворения. То есть это выглядит так: вот будет у меня шуба, я буду счастливой. Купила шубу, все равно несчастлива. Будет у меня муж, буду счастливой. Появился муж, несчастлив. Будет трехкомнатная квартира, буду счастлива. Появилась, несчастлива. Почему? Потому что невозможно быть счастливым человеком от чего-то. Можно быть счастливым человеком просто так. И вот это счастье, и вот эта радость просто от того, что мы живем, является тем, что мы всю жизнь ищем и не находим. Вот. Ну что, на этом наши занятия закончены. До свидания. Намасте. Всем здоровья, прекрасных выходных. До свидания. Хотел бы вас сегодня поздравить. Сегодня Вознесение Господне. Это праздник, который празднуется спустя 40 дней после Пасхи христианской. И мне бы хотелось сказать об этом празднике. Это праздник, фактически дающий человеку понимание, что жизнь не очень плотская. Она говорит о том, что наше плотное физическое тело, оно есть точно так же, как и бесплотное физическое тело. Дух Божий, который находится в человеке. И это
показал в свое время Иисус Христос, который вознесся перед учениками после того, когда его распяли. Он 40 дней приходил к своим ученикам и 40 дней с ними общался. И на 40-й день, то бишь сегодня, он превратился в облако и исчез. Вознесся, объединившись фактически с Богом. При этом после этого вышло два мужчины, я так предполагаю, что это два каких-то ангела, возможно. Я там не присутствовал, возможно, это метафорическая история. И они сказали, один мужчина был светлый, а другой мужчина был темный. Они сказали апостолам Христовым о том, что апостол вознесся, о том, что каждый вознесется и так далее. Именно поэтому... Почему я это все говорю? Дело в том, что мы недооцениваем свое бестелесное поле, мы недооцениваем свое сознание, мы недооцениваем свои чувства. Так вот, этим самым нужно понять, что наше бестелесное очень часто имеет больше значения, чем наше телесное. Мы своим бестелесным можем лечиться, мы своим бестелесным можем воспитывать свое тело. Жизнь так устроена. Физическим телом управляют гормоны, а гормоны заставляют человека совершать ошибки. То есть там желать мужчину, который не хочет женщину, не понимая, что мужчина это не игрушка, это человек со своим характером и так далее. И после этого добиваться, манипулировать, производить там жестокие там чувства по отношению к этому мужчине или женщине. Там, забирать, воровать, ругаться, добиваться, орать и так далее, там, блудить, там, обжираться. Это все наши физические проявления, которые есть в нашем физическом теле. Сознание же наше, оно просто управляющее устройство. И сознание, оно просто вот живет, наблюдая над тем, как это тело. Но душа следит бесконечно за тем, чтобы у человека было движение к Богу, чтобы человек становился более добрым, чтобы человек становился более милосердным, терпеливым. И эти два элемента, они очень активно работают. Когда человек бесконечно погружается в то, чтобы там ищет постоянно полового партнера, хочет только жить так, чтобы объедаться и лежать, не думает о духовности, не думает о милосердии, не думает о Боге, не видит окружающего прекрасного мира, не ощущает радость своей жизни, его душа начинает угнетать его физическое тело, фактически заставляя сознание прийти к тому, что нужно расти духовно. И в этот момент формируются заболевания. И эти заболевания, они контролируются душой. То есть человеку помогают быстрее переродиться, заставляя его болеть. Наше физическое тело управляется через живот, наша душа управляется через грудь и наши чувства. Наше сознание — это то, что мы ощущаем в себе, наше сознание может общаться с нашей душой. Самый простой метод — это пообещать душе, что мы будем в своей жизни добиваться духовного роста и попросить ее не так мучить наше физическое тело. Это и называется молитва. К своей душе обращаясь, необходимо говорить: ты моя хорошая, ты моя прекрасная, ты моя возвышенная, любимая душа. Помоги избавиться от моих заболеваний. Я обещаю тебе терпение, я обещаю тебе веры в то, что будет хорошо. Я обещаю тебе духовный рост. Я не буду больше злиться на окружающих людей. Я не буду ненавидеть. Я буду более божественным человеком. Я буду стремиться быть хорошим человеком. Я буду выражать и контролировать все проявления добра. Я одену тебе, душа, и себе орден, и напишу надпись на нем: я хороший, добрый человек. И вот с таким намерением, вот с такой молитвой вы можете попросить свою душу, чтобы она помогла справиться с заболеваниями. И второе, это когда человек, допустим, говорит: я помогу тебе, душа, справиться с моим неконтролируемым физическим телом. Я проголодаю. Тем самым покажу тебе, что мое сознание может управлять этим физическим телом, что мое сознание сильнее, чем это физическое тело. Физическое тело — это как пьяная, наглая женщина. Жирная, пьяная, наглая, старая женщина, которая напилась и которой все на всем наплевать, ей нечего терять, она хамит, ругается, плюется, рыгает, падает, непонятно чего хочет, то она ест, то она пьет, и там вот.
и управлять ей невозможно. То есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон. Но наше сознание за счет нашей души, как один из элементов духовного роста, должен воспитывать наше физическое тело. Один из элементов воспитания — это дисциплина, когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело, когда дисциплинирует чувства, когда человек начинает: ой, почему, что ж такое, что это надо сказать, да стоп, что ж это такое, сколько может это продолжаться, что это за каша-малаша. Или там болит где-то, нужно сказать: стоп, сколько можно болеть, я тебе не разрешаю болеть, хватит уже, сколько можно. Вот таким образом наше сознание, увеличивая свою силу, может воспитывать наше физическое тело, дисциплинируя его. Понятно? Это очень важно, и это сегодня важно, как раз в день вот такого вознесения. Это великолепно. То, о чем я вам говорю, это некое духовное целительство, которым может заниматься человек сам с собой. И это духовное целительство, я прошу на него обратить особенно внимание, потому что оно действительно является одним из самых мощных эзотерических методов помощи человеку. Допустим, когда мы приходим в церковь, ну не ту церковь, которая называется христианская, православная или даже католическая, ну и возможно и в них, но допустим приходим к пастору, у которого очень большое количество излечений или исцелений. Как работает механизм? Когда мы говорим «Господи», то мы фактически обращаемся к своей душе. То есть мы говорим: Господи, я славлю Тебя, аллилуйя. То есть мы хвалим свою душу, мы обращаемся к ней. Она находится у нас в груди. Она постоянно связана с Богом. Это наш мост между Богом и нами. И когда мы говорим: слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, Господи, спасибо Тебе, то это мы подключаемся фактически или создаем мостик нашей души. Проявляя к ней нежность или проявляя к ней восхищение, мы обретаем от нее милость. После этого говорим: пусть мои заболевания... К чему мы это говорим? Мы обращаемся к своей душе. Потом говорим: аллилуйя, это то же самое, что ура, хорошо, это скоро произойдет. Включая тем самым веры. То есть фактически, эзотерически, рассматривая духовное исцеление, мы начинаем понимать, к кому происходит обращение. То есть когда они говорят: аллилуйя, Господь, знайте, они не говорят с Богом, потому что Бог с человеком не общается. Он с ним общается только через его душу. То есть сначала хвали душу, сначала ей радуйся, что она в тебе есть, и после этого проси ее. Прошу тебя, душа, исцели мое тело, прошу тебя, душа, помоги моим рукам, прошу, дай мне сил. Вот таким образом, обращаясь к своей душе, не забывая ее хвалить, мы фактически работаем с собой. То же самое происходит, когда человек приходит в церковь, ставит ручки и говорит: Господи, помоги. Вы не к Богу обращаетесь, вы к душе. А вот когда человек говорит: Бог меня услышит и так далее, то вы, как ясновидящие, в дальнейшем можете увидеть. Когда человек начинает просматривать других людей как ясновидящий, то он начинает видеть, что на каждом человеке находятся паранормальные или негативные энергии. Они обычно входят через тело человека или входят или залазят из земли по спине и обычно выходят за пределы головы и вот так нависают, запеленовывают глаза, запеленовывают, проникают в мозги через нос, через рот, проникают в физическое тело. И вот эти вот элементы, они еще и вокруг человека находятся. Это элементы, которые врываются в его энергетический кокон. Это элементы, которые могут создать у человека агрессию, блуд, которые могут создать... Они питаются физической энергией, хотя сами являются ментальной энергией или астральной энергией. И это все вокруг человека находится. Вот обычный человек, который далек от эзотерики, вокруг него находится очередь из вот таких вот энергетических сгустков. Это и мертвые души какие-то, это мертвецы, это могут быть лярвы, это могут быть просто эгрегоры и так далее. Человек, он в этой массе находится все время. Если человек просто складывает руки и говорит: Господи, помоги мне, Господи, помоги, знайте, в этот момент они для него являются Господом. Таким образом, именно они воспринимают, будто это молитва к ним. Именно поэтому, когда человек не обращается к своей душе, а напрямую, как он думает, обращается к Богу, он обращается к лярвам, которые настолько вырастают, что становятся фактически в своих собственных глазах бесконечным помощником, бесконечным элементом влияния и
человек фактически разрешает им воздействовать. Именно поэтому, когда человек имеет неприятности и молится Богу, говорит: Господи, помоги, Господи, спаси меня, то у него не улучшается состояние, а тысячекратно ухудшается. У него появляются по-настоящему неприятности, по-настоящему проблемы, по-настоящему зло. Именно поэтому прямое обращение нехорошо. Но мы можем обращаться как эзотерики к своей душе. Это единственный элемент, который является огненным элементом, который без конца выходит из человека и входит во время его вдоха и выдоха, проникает через проекцию астральных существ. И это то, что соединяет человека с массой или с массированным телом божественной. Далее. Несколько слов о тех людях, которые пришли сейчас на наш марафон и в данный момент прикованы к постели. Это парализованные с рассеянным склерозом, это парализованные на фоне тяжелейших протекающих заболеваний и так далее. Вот то, что я сказал для вас. Именно это и может помочь вам избавиться от данных заболеваний. Я говорю это серьезно. Вот таким образом молитесь, когда ничего не помогает. Но не молитесь к Богу, обращайтесь к своей душе. Говорите: я буду добрее. Сначала хвалите душу, говорите: ты моя прекрасная, ты моя тонкая, ты моя теплая, ты объединенная с Богом, ты купаешься в вечном блаженстве. Я прошу тебя, помоги моему телу избавиться от заболеваний. Пусть мои ножки начнут ходить, пусть ручки начнут подниматься. А я в свою очередь своим сознанием и своей душой буду стараться максимально радоваться жизни, максимально не злить людей, которые рядом, максимально создавать состояние радости, создавать состояние внутреннего наслаждения, даже если мне плохо. Да, это путь восхождения, когда из пепла возрождается новая птица, и эта новая птица — это новое духовное сознание, это новое духовное понимание вещей, это новая внутренняя духовность. К ней нужно стремиться. Если вы болеете, только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями. Иначе мы становимся как безумные вредные хомячки, которые злятся на весь мир, которые не хотят есть, которые ударяются лбом об банку, которые там орут, откусывают себе ноги, там рвут на себе шерсть и не могут никак понять, почему Бог их не слышит. Потому что они злые, понимаете? А если бы они были добрые, игрались бы с листочками, то тогда божественная рука влезла бы в банку и позволила бы им выйти и играться, бегая по руке и так далее. И это наблюдательное существо давало бы им лучший корм и помогало бы им расширять эту баночку и так далее. Мы приблизительно в таком же мире живем. Мы хомяки, находящиеся в банке, на которые смотрит бесконечная благость в виде бесконечной божественной энергии. Когда вы будете проводить очередной обряд, если не смогу присутствовать и оплачивать племянница, а потом отдаю ей деньги, в таком случае будет со мной работать? Будет. Святок Кучер, у меня бывают частые моменты ощущения в радости, в груди. Кажется, мало места в груди, так много, длится недолго, само приходит и уходит. Не хочется, чтобы уходило. Можно эзотерически это чувство удержать? Конечно, этим мы и занимаемся во время прохождения наших ступеней. До 4-й ступени нельзя удержать, после 4-й оно поселится и будет жить с вами бесконечно и всегда. Андрей Андреевич, подарите, пожалуйста, код для женщин, чтобы мужчины не исчезли после первого знакомства навсегда. Искали встречи, общения, честно говоря, не встречала такой код. Очень напрасно, этих кодов очень много у меня. Необходимо представлять, когда вы с мужчиной, необходимо им восхищаться. Также представлять, будто мужчина бесконечно вам говорит: обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя. Вот садитесь, не мечтайте о том, как он женится, а представляйте, как он вас обнимает и произносит: обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя. На вдохе при этом произносите тряф, а не так. На вдохе произносите а-яу, а на выдохе за. А-яу, а на выдохе за. Вот такой код используйте. А-яу, а на выдохе за. Тогда он будет вас обожать.
После практики 6-й обновленной ступени гармонизатора поступило тотальное спокойствие ко всему, но ушла радость. Не переживайте, это временный такой эффект, все восстановится, серьезно. Это ментала много увеличилось, его раньше не было. Ментал нам нужен, потому что ментальная энергия, белая энергия, это энергия материализации. Самый простой эзотерический способ привлечь в жизнь материальное благополучие — поставить перед собой руку и представить, будто в руке вы держите ярко светящуюся лампочку или ярко светящийся, как электросварка, свет такой, без оболочки. И представить следующим элементом, будто в этом свете вы видите пачку из 100-долларовых купюр, потрясли, испытали радость, и после этого об этом забыли. Если так делать, очень быстро, за несколько месяцев, такую пачку с деньгами будете держать в своих руках. Это 100% проверено. Здесь сразу же хочется мне как бы оппонировать и сказать: Андрей Андреевич, ну вы же не правы. Такие же не правы, потому что есть же политики. Эти политики такие плохие. Они обижают людей, выгоняют, они используют и так далее. И с этими людьми, почему тогда с ними ничего не происходит? Ведь они не заботятся о людях, не думают о пенсионерах, ведут себя припоганнейшим образом. То есть главные вопросы — это вопросы языка, а вопросы, как будут жить там предприниматели или как будут жить пенсионеры, и чем они будут платить за газ, на это никто не обращает внимания. То есть есть другие вопросы, они глобальные, важные. Так в последнее время я наблюдаю, как там президенты постсоветских стран, они говорят о том, что там президент России говорит, что вот Украина, главное это внешнее там влияние и так далее. А кто же будет думать о своих-то? А как же пенсионеры, а как же дороги? Ведь разве это не важно? Разве это не важно, как дети себя чувствуют в педиатрических отделениях летом без кондиционеров? Разве это не важно? Разве сейчас прививание не важнее, вернее, разве сейчас выживание пенсионеров не важнее прививания? Просто прививание ставится на элемент гораздо важный, чем пенсия. Но я хочу сказать, что если пенсии будут оставаться в таком же размере, то некого будет прививать в дальнейшем. Потому что этим людям просто ничего не остается, как просто умереть от заболеваний и все. Ну и конечно же, тут такой вопрос. Но если эти люди вот такие ведут себя как бы не эзотерично, то тогда, Андрей Андреевич, почему в их жизни ничего не происходит? А я могу вам сказать, все связано вот с чем. Когда человек ворует, то он остается должным. И этот человек, как обычно, становится должным. А что такое быть должным? Когда человек должным, это человек, который должен эмоции. Смотрите, когда человек имеет долг, то это человек, который имеет людей, которые хотят сделать этому человеку больно. Именно поэтому, если человек должен, то он нарабатывает много людей, которые в его сторону посылают долг. И тут такой вариант. Почему же тогда накопившийся долг этого человека не делает этому человеку зло? Ответ тоже есть. Первый ответ. В советское время, когда были партийные руководители, ну, допустим, возьмем знаменитого, мною любимого руководителя Леонида Ильича Брежнева, мне он очень нравился, я заслуженно его считаю одним из величайших, наверное, руководителей Советского Союза, потому что этот человек после войны восстановил Полтаву, город Харьков построил, или за счет него восстановилась тяжелая промышленность в этих городах, и, в общем-то, этот человек создал и Донецк, и создал Днепродзержинск, металлургические комбинаты и так далее. Один человек смог сделать так много, и больше на самом деле, чем все наши правители после советского пространства за все время своего правления. Я, допустим, не знаю ни одного человека в постсоветском пространстве, который бы сделал металлургический комбинат. Или который бы, то есть все эксплуатируют то, что было построено в Советском Союзе, но никто не создал нового чего-либо, ну не о них. Но при этом этот же человек, он был не очень... как бы не очень добрых правил, как говорил в свое время Пушкин. Ну и, конечно, этот человек создавал вокруг себя и противодействующие элементы. И когда противодействующие элементы появлялись, это создавало долг, боли, который он был должен большому количеству людей, которые его ненавидели. И на чем это проявилось? Скажите,
Если сейчас потомки Брежнева, я хочу вам сказать, есть Галина, есть ее дочь, это внучка уже Леонида Ильича, и, насколько я знаю, судьба этих людей плачевна. То есть судьба этих людей достаточно плачевна, и можно сказать, что долг Леонид Ильич выплатил в своих потомках. Но наши правители нашего времени, они уже другие. Наши правители нашего времени уже эзотерики, потому что эзотерика управляет миром. И они знают, что такой долг, который они делают, необходимо выплатить. Именно поэтому они проводят обряды. Они проводят обряды эзотерические, то есть они проводят обряды, посвящая вот этим долгам, которые они накопили, создавая обряд выплаты этого долга определенному созданному Богу. И обряд этот они как бы отдают долг тем людям, которым они должны, создавая боль у других людей. То есть они уничтожают этих людей, допустим, все знают об обрядах, которые проводятся, и это очень часто встречается, допустим, там в интернете, о том, как проводят обряды там, цари, или о том, как проводят обряды там, нехорошие и так далее. Ну вот такие обряды проводятся в виде терактов, которые непонятно кто и непонятно почему проводит. И вот таким образом войн, которые не по непонятным причинам появляются, они никому не нужны, а их проводят. Таким образом происходит откуп. То есть цари откупаются тем, что там убивают кого-то, и откупаются от того зла, которое доставили другим людям. Вы поняли? Таким образом жизнь одних происходит, как бы убиение жизни одних происходит в виде откупа для тех, кому они делали больно. Поэтому изменяется к ним отношение. Здравствуйте, Андрей Андреевич. А как вы смотрите на предсказания Мачи Глабдон в своих учениях в книге «Отсекая надежду и страх», где она предсказывала пессимистическое будущее поколений, духовную деградацию человечества в связи с прохождением последних циклов 500-летия? Надеюсь, более внятно сформулировала. Да, я читал книгу Мачи Глабдон «Отсекая надежду и страх». Также являюсь поклонником этой книги. Многократно эту книгу в своей жизни перечитывал. И могу сказать вам следующие слова. Данная книга является наполовину художественным материалом, так как эта книга была записана как бы из истории, которая связана с Мачи Глабдон. Сама Мачи Глабдон, она никогда не писала книгу, и окончание книги, а также некоторые истории, которые описаны, включая определенные обряды и историю с цветной птицей, эти все идеи, они были полностью придуманы и опубликованы в этой книге. Дело в том, что Мачи Глабдон — это житель Тибета, которая жила очень давно. Она была как бы организатором и основателем тибетского мистицизма Кагью. Она родилась после Наропы, это очень-очень древние времена были. Я могу сказать, что на то время письмена не сохранялись, а также в большинстве своем та информация, которую мы уже прочитали в виде книги Мачи Глабдон «Отсекая надежду и страх», является более современной такой публикацией, полупопуляристической и фактически не исторической, а такой сказочной. Само упоминание Мачи Глабдон в тибетском мистицизме вызывает всегда улыбку, потому что достоверно сказать, что такой человек когда-либо присутствовал, невозможно. Также упоминание о сыне Мачи Глабдон, о том, где она жила, при детальной проверке оказывается не очень правдивой информацией и так далее. Поэтому я могу сказать, что предсказаний конца света или предсказаний каких-то тяжелейших ужасов, их было очень много. К радости они себя не оправдали, ничего такого не произошло, поэтому можете не заморачиваться. В сторону женщине сзади пионерка, то есть фигура красивая, на лицо пенсионерка. Как помочь себе выглядеть соответственно с фигурой? Крема, маски использую, хочется выглядеть безупречно, но возраст берет свое. Долгое время использую мантру в полнолуние Чандраяна Мах. Спасибо вам большое, низкий поклон вам за то, что вы для нас делаете. Как бы человек не убегал от возраста, избавиться от него невозможно. Что может разгладить человеку лицо, и есть ли такие методы, которые могут разгладить? Есть такие методы. Первый метод. Необходимо обязательно набрать вес.
Чем худее человек, тем взрослее его лицо. Второе. Необходимо стимулировать мышечные ткани. Для этого необходима зарядка. Дальше миомассажеры, то есть делать какие-то гимнастические упражнения, чтобы мышцы на щеках были у вас напряжены, или делать какие-то элементы напряжения. Дальше из продуктов питания как можно больше кислой и кисло-соленой пищи. Обязательно еду начинайте с кислого огурца, кислого помидора, кислой капусты, вот так. Обязательно много ешьте там моцареллы, творога, вот такой вот кислой пищи. Она очень улучшает человеку внешний вид. Есть каолиновые маски, они высветляют кожу и делают ее, подтягивая ее. Из народных таких рецептов очень помогает, говорят так, очень помогает корень белой акации. Если взять корень белой акации, высушить, выстругать из него древесину и измельчить ее и пить из нее чай, делать примочки из этого чая на лицо, то вот такая древесина очень восстанавливает, омолаживает кожу и омолаживает, убирая у человека годы, которые внешне очень сказываются на лице. Также еще один нюанс. Лицо человека, который становится старше, очень похоже на лицо плачущего человека. Почему? Так Бог пошутил. Он делает человека старым и ставит отпечаток горестных событий его прожитой жизни. Ну и, конечно же, одна из идей таких, она заключается вот в чем. Если человек не горюет, не вспоминает прошлого, а каждый день старается как можно больше хохотать и радоваться, то у него может появиться совершенно другое лицо. Доказательства — это не мои слова, это слова, которые в свою очередь когда-то говорил Девраха Баба. А это человек, который прожил 250 лет. Узнайте о нем в интернете. Это не обман. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я начинающая ученица первой ступени Жанна. Скажите, как можно быстро добиться материального благополучия и возможно ли это в короткие сроки? Вы знаете, я бы начал, наверное, не с этого. Вот смотрите. Чем отличаются вообще люди, которые занимаются эзотерикой, и люди, которые не занимаются эзотерикой? Человек, который занимается эзотерикой, человек, который не занимается эзотерикой, это человек, который живет в принципе по принципу плюса. То есть он живет по принципу, если ты попал в очередь, то нужно растолкать всех руками. То есть это быть более агрессивным, более целеустремленным, более направленным. Этому учат определенные коучеры. То есть это люди, которые говорят о том, что возьми себя в руки, двигайся быстрее, добивайся всего. Это тайм-менеджмент там, и так далее. Это намерение, это там, желание куда-то двигаться, это построение целей и построение задач. То есть это фактически заставляет человека, несмотря ни на что, двигаться вперед, сражаться, добиваться и так далее. Так живет большинство. Люди, которые не знают эзотерику, они живут именно так. То есть если обычный человек, не эзотерик, и обычный человек, который ни к чему не стремится, попадает в очередь, он ждет. Если у человека, ну я условно говорю, риторически, а в случае, если человек занимается работой над собой, допустим, у него есть какие-то намерения, он ставит задачи, он стремится к этим задачам, добивается их, бесстрашно идет вперед, то он, попадая в очередь, идет нагло, распихивает вокруг себя людей, переступает через спины, заставляет или борется. Обычно это выглядит так. Он домой приходит, не может отпустить телефон, ему нужно работать, он старается очень сильно. У этого человека будет успех, однозначно. Он его пупком поднимет, знаете, он его пупком поднимет, вот такой бизнес. То есть он будет его продавливать, он как бульдозер будет идти. Мне искренне жаль таких людей, я не такой. И я не такой, я живу как эзотерик. А что значит эзотерика? А эзотерика, по моему мнению, волшебство, о котором я буду говорить, заключается в том, что те люди, которые занимаются эзотерикой, они живут по принципу инской энергии, которая притягивает. Каким образом они притягивают? Смотрите, человек идет и у него очередь. А человек, который живет по принципу инской энергии, он приходит и он в очереди не попадает. То есть, если я куда-то иду, везде все открыто. В случае, если я собираюсь что-то купить, мне нравится, оно всегда есть в наличии. То есть, мне из-за того, что я живу в инской энергии, мне не приходится сражаться с этим миром. Он мне дает просто так. А с чем связана инская энергия, с чем связана янская энергия?
Инская энергия, она обычно связана с работой с собой, с духовным миром. Это элементы обожания семьи, элементы чувствования мира как чего-то прекрасного, веры того, что в жизни будет все хорошо. Вот эти вот компоненты создают в человеке инскую энергию. То есть тогда везет. А обычный человек, ему нужно сражаться, он будет все время говорить, мне не везет, мне не везет. Ну и несколько слов о том, можно ли быстро стать богатым. Можно. Какие есть основные концепции того, как человеку можно стать богатым? Первое. Человеку нужно перестать бояться, потому что очень часто любое предприятие, предпринимательство требует от человека возможности прыгать вперед с распростертыми руками и, конечно же, рисковать. Второе, ну, конечно, здравый рассудок и знания. Вы должны знать и быть подготовлены тем, чем вам придется зарабатывать и там, насколько вы готовы эксплуатировать других людей. Третье, наверное, по моему мнению, это желание коммуницировать и желание иметь много друзей. Я считаю, это очень важно. Я вообще хочу вам сказать, что женщины-одиночки, женщины, вот сегодня женщина одна мне в Инстаграме писала, я проводил утром трансляцию и говорю, ну, меня бросили, муж умер, вернее, я осталась на съемном жилье, мне некуда деваться, что мне делать? У меня ни денег нету, ничего. Я ей пишу, послушайте, едьте к родителям своим, едьте куда-нибудь. Она мне пишет сообщение, причем не один раз, а несколько. Она пишет, нет у меня родителей, я сама из детдома. И я ей сразу же задаю вопрос, уважаемая госпожа там какая-то, скажите, и у вас нет денег на сегодняшний день, я вас правильно понял? Да. Вам негде жить? Да. Тогда какого вы сидите в Инстаграме? Зачем вы сидите в Инстаграме? Он что, вас накормит, этот Инстаграм? Он вам даст есть? Тогда вам необходимо искать работу. Если работа, но если обращать внимание на то, что нравится и то, что кормит, всегда то, что нравится, будет давать меньше денег, чем то, что кормит. Именно поэтому ей нужно устроиться нянькой, устроиться на какую-нибудь работу, там, подметать, стирать, убирать, прачкой, я не знаю, швеей или еще чем-то. И вот на эти деньги, возможно, взять даже вперед, может быть, устраиваться на несколько работ, начинать работать. А для того, чтобы прожить 2-3 месяца, собрать все свои вещи и постараться их на улице продать. И это одна из особенностей. Не сидеть в интернете. Дело в том, что большинство людей, которые на сегодняшний день говорят, у меня ничего не получается, ничего не могу, ничего не выходит, это люди, которые сидят дома, они ничего не хотят. Они, конечно же, хотят, потому что есть там Джон Кеха, ставь свои там задачи и так далее. Но они не говорят, что нужно коммуницировать. Даже находясь дома, вы должны обязательно общаться не с одной подругой, которая точно такая же, как вы, а найти 1000 подруг. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Когда-то разговаривал с Аллой Борисовной Пугачевой, мне можете не поверить, и когда-то я задал вопрос. Это было очень давно, я был в Москве, жил в Москве и проводил семинары по космогоники, такие вот были семинары. И проводя такие семинары, меня познакомили с Аллой Борисовной Пугачевой. Она на то время жила еще с Филиппом Бедросовичем Киркоровым. И вот мне было очень интересно, как-то получилось так, что можно было с ней пообщаться. Я говорю, мне не хотелось бы надоедать, я ничего не хочу, я ваш искренний поклонник, мне нравятся ваши песни, там «Миллион алых роз» и так далее. И я, конечно, искренне обожаю вас как знаменитую артистку, ничего плохого к вам не имею. И как ваш поклонник хотел бы у вас спросить только один вопрос. Если вы не возражаете, на него мне ответьте. Она говорит, ну что ты хочешь? Я говорю, вы знаете, мне бы хотелось узнать, сколько у вас друзей? Она говорит, вы даже не представляете, я знаю всех. Моими друзьями являются все депутаты, моими друзьями являются все музыканты, моими друзьями являются все бандиты в Москве, моими друзьями являются все. Вы знаете, в чем особенность этой женщины? Она очень коммуникабельный человек, и она очень активно заводит дружбу. Как настоящий человек, который добился популярности. Особенность популярных людей заключается в том, что в самом начале они умудряются обзаводиться огромным количеством друзей. А человек, который пытается заниматься бизнесом и говорит, как же мне заработать много денег, я хочу сказать, начинайте с того, чтобы у вас было огромное количество друзей. Пусть они будут у вас где угодно, общайтесь с ними, предлагайте им что-нибудь, ищите, спрашивайте, как у них получается, но делайте так, чтобы их было много. Становитесь коммуникабельными. Коммуникация, знание, обучение тому, чем вы собираетесь заниматься, в итоге приведет вас к огромному количеству денег. Сидя дома, как премудрый пескарь, зная обо всем и все, вы никогда не заработаете денег, потому что необходимо
выходить из вот этой точки комфорта. Как у Джона Кехать, почему-то сегодня о нем начал говорить, вот он все время говорит такие слова. Я сегодня даже пытался найти вот эти слова, знаете, в Инстаграме, и даже нашел, но сейчас не буду искать, потому что вопросов много. Ну, где-то так у него. Самое важное это захотеть этого, самое важное это визуализировать. А вы знаете, что он не прав? Что если визуализировать что-либо и говорить, да, это у меня есть, то это является фактическим самообманом. И вот такие медитации, когда люди говорят, я богатый, у меня все есть, мир дает мне бесконечные деньги. Зачем вы себе врете? Ведь это ложь. Никакие деньги к вам не приходят, мир вам ничего не дает. А по моему мнению, любая ложь, которую внушает себе человек, приводит его к депрессии. Это я очень часто вижу. Очень часто вижу. Какие самые простые методы привлечения в жизнь денег? Самый простой метод связан с ментальной энергией. Смотрите, ментальная энергия это белая энергия, астральная энергия это красная энергия, божественная энергия черного цвета. Смотрите, ментальная энергия, ею можно что-либо как бы создать, привизуализировать. Каким образом это можно делать? Могу дать вам совет. Самый простой метод привлечь в жизнь материальное благополучие в большом количестве. Берете, ставите руку вот таким образом и представляете, будто сначала в руке появляется яркое белое свечение, после чего представляете, будто это яркое белое свечение, а в нем прозрачные 100-долларовые купюры в виде вот такой пачки, допустим 40-50 тысяч. При этом говорите, скоро у меня это появится, трясете и хохочете. Ахахаха. Это самый простой метод привлечения в жизнь материального благополучия. При этом слово «скоро» является элементом, который запускает это все. Не работают методы, когда человек визуализирует что-то. Нету людей, которые разбогатели по поводу того, что они там визуализировали, говорили скоро, говорили вернее, я богатая, красивая, я умная, мир мне дает. Нету таких людей, брехня это все. Это все полная профанация, полная редиска. То есть это все полная ерунда. Говорю вам, этот человек, который занимается эзотерикой очень давно. Не работают эти методы. Я тоже в свое время это делал, но это было еще 20 лет назад. И это все нефункционально было. Конечно же, это сейчас услышит кто-то, кто полжизни этим занимается. Но я хочу вам сказать. Без усилий, без труда я смог стать богатым человеком. А те люди, которые это читают, они без усилий, без труда не смогли стать богатыми людьми. Конец, в общем-то.